Всем большой привет и добро пожаловать на мой канал. Подписывайтесь на него, если еще не подписаны. А в этом мастер-классе мы будем вязать пинетки-мокасины на размер подошвы 11 сантиметров. Как связать такую подошву, вы можете посмотреть, перейдя по ссылке в описании под этим видео. А еще какую я использовала пряжу для этих мокасинчиков, вы также найдете в описании под этим видео. Пинетки будем вязать крючком 2 миллиметра, и также я рекомендую вязать пинетки очень плотно, то есть нить от клубка держим на натяжении, вяжем не расслабленно. Подошва у меня уже готова. Как я впереди сказала, что видео мастер-класс на такую подошву вы найдете в описании. После того, как связали подошву, нить не отрезаем, а продолжаем вязание. Набираем 2 воздушные петли подъема. И дальше вяжем столбики без накида. Всего получится 77 столбиков без накида. Заводим крючок в первую петлю с изнаночной на лицевую сторону. Далее во вторую петлю уже с лицевой на изнаночную сторону. Подхватываем нить и провязываем как столбик без накида. Первый столбик без накида провязали. Вяжем второй столбик. Заводим крючок во вторую петлю с изнаночной на лицевую сторону, далее в третью петлю с лицевой на изнаночную сторону и вяжем столбик без накида. Дальше заводим в третью и в четвертую крючок петлю и провязываем. И так далее. То есть у нас получается вот такие вот изнаночные рельефные столбики без накида. И так нам нужно провязать полностью по кругу всей подошвы столбики без накида. Как я уже сказала, получается 77 столбиков без накида и плюс 2 воздушные петли подъема, которые мы считаем за один столбик без накида. Всего получается 78 столбиков. И вот посмотрите, что у нас получилось. Вот такой подъем от подошвы к основанию. На первый взгляд может показаться, что такие столбики без накида вязать сложно, но нет. Если кому-то непонятно, можете поставить скорость воспроизведения в настройках поменьше и посмотреть в замедленной съемке. И давайте сейчас самостоятельно провяжем такие столбики без накида полностью по кругу. И дальше мы с вами уже встретимся. Итак, провязали первый ряд. Далее нам осталось сделать соединительный столбик во вторую воздушную петлю подъема. Далее еще воздушная петля и ниточку отрезаем. Дальше мы будем вязать другим цветом. В моем случае я буду вязать голубым цветом, вы будете вязать своим цветом. Итак, я взяла нить голубого цвета и дальше продолжаю вязать уже второй ряд. Начинаю вязать второй ряд с того места, где мы закончили первый ряд. Просовываем крючок. Я просовываю крючок в то место, где делала соединительный столбик. Заправляем нить голубого цвета. Делаем 2 воздушные петли подъема. И дальше вяжем полностью по кругу уже обычные столбики без накида. Получается 77 столбиков без накида. А ниточки, которые у нас остались, кончики нити, мы прячем по ходу вязания. И давайте провяжем второй ряд самостоятельно до конца. Вяжем просто обычные столбики без накида за петли первого ряда. И дальше мы уже с вами встретимся. Провязали 77 столбиков без накида. Далее делаем соединительный столбик во вторую воздушную петлю подъема.
Так. И второй ряд у нас уже готов. Дальше снова набираем 2 воздушные петли подъема, провязываем третий ряд также столбиками без накида, то есть 77 столбиков без накида. 2 воздушные петли подъема мы считаем за один столбик без накида, то есть всего суммарно получается 78 столбиков без накида. И так нам нужно провязать этот ряд третий и также точно так же провязать четвертый ряд. И давайте 2 ряда провяжем мы самостоятельно, третий и четвертый, и дальше мы уже с вами встретимся. Третий и четвертый ряд я довязала, ниточку отрезала. И вот такие бортики у нас получились. Дальше мы будем вязать мыс для пинеточки. Для этого я складываю пинетку пополам. Вот так. И нахожу самую центральную петлю на мыске. Вот она сразу же видна. Так, нашли. И сейчас нам нужно от этой петли отсчитать вправо 6 петель. Эту центральную петлю мы не берем в счет, а со следующей начинаем считать. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Вот она, шестая петля. Всего на мысок у нас сейчас пойдет 13 петель. И здесь еще один важный момент. Вязать мы будем не за полностью всю петлю, а только за дальнюю стенку петли. Вот за одну стеночку петли. Сюда же мы заправляем нить. Делаем одну воздушную петлю. И уже со следующей петли начинаем вязать. Вяжем 12 столбиков без накида за дальние стенки петель. Не за полностью всю петлю, а только за одну дальнюю стенку. Вяжем 12 столбиков без накида. Двенадцать столбиков без накида провязали. Дальше разворачиваем вязание и начнем вязать второй ряд. Второй ряд начинаем вязать не с первой петли, а со второй. То есть с той петли, которая у нас получилась от 11 столбика без накида. Здесь уже мы вяжем за полностью всю петлю. Во втором ряду у нас получится 11 столбиков без накида. Итак, 11 столбик без накида провязали. Дальше мы будем делать соединительные столбики за петли от бортика нашего. Точнее, за одну только стеночку, которая сейчас уже находится ближе к нам. А точнее, ближе к изнаночной стороне, к центру пинетки. Так, первый соединительный столбик сделали за одну стеночку петли. И дальше делаем второй соединительный столбик за вторую полупетелечку. Сделали, разворачиваем вязание. Сейчас мы будем вязать третий ряд. И начинаем вязать столбики без накида со второй петли. С той петли, которая у нас получилась от первого соединительного столбика. И в третьем ряду у нас получится 12 столбиков без накида. Эти столбики без накида мы вяжем полностью за всю петлю. За одну стеночку петли мы сейчас вяжем только тогда, когда делаем соединительные столбики.
конце ряда. Двенадцать столбиков без накида провязали. Дальше делаем также 2 соединительных столбика за вот этот бортик пинетки. Вяжем первый соединительный столбик за дальнюю стенку петли и второй уже за вторую. Мы вяжем за дальнюю стенку петли для того, чтобы одна стенка от петли, которая находится ближе к нам, осталась свободной. Она нам понадобится в дальнейшем. А тем временем начинаем вязать четвертый ряд также со второй петли. Вяжем столбики без накида. Вяжем столбик без накида в ту петлю, которая у нас получилась от первого соединительного столбика. И в четвертом ряду у нас получится уже 13 столбиков без накида. И давайте все эти столбики сейчас провяжем самостоятельно. Довязали ряд до конца, осталось сделать 2 соединительных столбика. Уже эти вот боковые стеночки лежат ближе к нам с этой стороны. И делаем за одну стеночку и за вторую стеночку второй петли. И вот что у нас получается. Дальше будем вязать пятый и шестой ряд точно таким же образом, начиная со второй петли и вяжем. В пятом ряду у нас уже получится 14 столбиков без накида, а в шестом ряду 15 столбиков без накида. И давайте сейчас этих два ряда мы провяжем самостоятельно. Не забывайте в конце ряда делать 2 соединительных столбика. Шестой ряд я провязала. 1, 2, 3, 4, 5, 6. В шестом ряду у меня 15 столбиков без накида. Далее в конце ряда делаем 2 соединительных столбика за одну только стеночку петли. Провязали. Дальше будем вязать седьмой ряд. В седьмом ряду у нас уже получится также 15 столбиков без накида. Для этого мы будем начинать вязание не со второй петли, как мы это делали, а с третьей. То есть 2 петли мы пропускаем, 2 петли, которые у нас получились от соединительных столбиков, а начинаем вязание с третьей петли. Вяжем 15 столбиков без накида. Провязываем. 15 столбиков без накида провязали. Дальше также в конце ряда делаем 2 соединительных столбика за одну стенку петли. Один и второй за следующую. Провязали, разворачиваем вязание. Здесь также в восьмом ряду 2 петли пропускаем и начинаем вязание с третьей петли, вот с этой. Начинаем вязать, и в восьмом ряду у нас также получится 15 столбиков без накида. И точно так же нам нужно сейчас провязать этот ряд до конца, а также 9, 10, 11 и 12 ряд включительно. Мы вяжем по 15 столбиков без накида. Также в конце каждого ряда делаем 2 соединительных столбика, а в начале ряда 2 петли пропускаем и с третьей начинаем вязание. Довязали восьмой ряд и делаем 2 соединительных столбика за одну только стенку петли, одной и второй петли. И давайте сейчас провяжем еще 4 ряда самостоятельно, и потом мы с вами уже встретимся. Итак, смотрите, что у нас получилось. Всего здесь 12 рядов. В конце 12 ряда мы делаем только один соединительный столбик за одну стенку петли. Сделали. И дальше мы уже будем вязать 13 ряд. С 13 ряда мы уже будем вязать язычок для пинетки. Одну петлю пропускаем и со второй начнем вязать. Делаем столбик без накида и плюс еще одну воздушную петлю. И дальше мы будем вязать столбики с накидом.
Вяжем еще 14 столбиков с накидом. Вот этот столбик, это у нас вместо 3 воздушных петель подъема. Его мы будем считать за один столбик с накидом. И всего, то есть у нас здесь получается 15 столбиков с накидом. Давайте провяжем все столбики с накидом сейчас самостоятельно. Тринадцатый ряд столбиками с накидом провязали. Дальше мы делаем одну воздушную петлю, разворачиваем вязание и будем вязать 14 ряд столбиками без накида с самой первой петли начинаем вязать. В 14 ряду у нас получится 15 столбиков без накида. И так мы будем чередовать ряд столбиками с накидом, следующий ряд столбиками без накида. Снова ряд столбиками с накидом и без накида. Давайте провяжем этот ряд. Последний 15 столбик без накида провязываем в воздушную петлю, которую мы делали в начале 13 ряда. 14 ряд мы провязали. Дальше начинаем с самой первой петли вязать 15 ряд. Провязываем самую первую петлю столбик без накида, плюс еще одну воздушную петлю. И дальше уже со следующей петли вяжем столбики с накидом. Вяжем еще 14 столбиков с накидом. Всего получается 15 столбиков с накидом, если считать столбик подъема. Провязали 15 ряд, далее делаем воздушную петлю, разворачиваем вязание, будем вязать 16 ряд. С самой первой петли вяжем 15 столбиков без накида. И давайте сейчас самостоятельно провяжем этот ряд. Потом следующий ряд, 17 будем вязать столбиками с накидом. И 18 ряд столбиками без накида. Встретимся с вами, когда провяжем все эти ряды. Вяжем до 18 ряда включительно. Довязали до 18 ряда. И дальше мы будем сейчас вязать 19 ряд. Начинаем вязание с самой первой петли. Вяжем воздушную петлю. И дальше еще 3 столбика без накида. 3. Дальше вяжем 9 столбиков с накидом. Так, провязали 9 столбиков с накидом и вяжем 3 столбика без накида. 3. Дальше воздушная петля, разворачиваем вязание и вяжем последний 20 ряд столбиками без накида, начиная с самой первой петли. Вяжем 15 столбиков без накида. Так, довязываем до конца ряда. В конце делаем воздушную петлю и отрезаем нить. Кончик нити потом прячем внутрь вязания. И вот такой вот мыс вместе с язычком у нас получился. Итак, дальше мы начнем вязать заднюю и боковые части. На вот эту часть у нас пинетки у нас осталось 44 петли.
Начинать вязание мы будем с одной боковой стеночки, которая у нас осталась от мыска. Вот она. Сюда протягиваем, заводим крючок, протягиваем сюда ниточку и начинаем вязать вот с этой полупетли. Так, протягиваем нить, набираем 2 воздушные петли подъема. Дальше будем вязать 12 столбиков без накида уже полностью за всю петлю. Полностью за петлю. Двенадцать столбиков без накида провязали. Дальше вяжем 10 столбиков с накидом. В середине пятки мы будем делать одно убавление столбиками с накидом. Итак, провязали 10 столбиков с накидом, далее делаем одно убавление. Делаем накид, заводим крючок в петлю, достаем, провязываем через 2 петли, 2 петли осталось на крючке. Далее снова накид, заводим крючок в следующую петлю, протягиваем нить через 2 петли, 3 петли на крючке, протягиваем через них рабочую нить. Убавление мы сделали. Дальше вяжем 10 столбиков с накидом. Кончик нити, которую мы отрезали, прячем сейчас по ходу вязания. Итак, еще 10 столбиков с накидом мы провязали. Дальше вяжем 12 столбиков без накида. Продолжаем кончик нити отрезанный прятать по ходу вязания. Итак, последний 12 столбик без накида мы провязываем за одну стенку петли, которая у нас осталась от мыска. Вот таким образом. Провязали. Первый ряд мы провязали. Далее во втором ряду в начале и в конце ряда мы будем делать по одному убавлению. Набираем воздушную петлю. Далее первую петлю мы пропускаем и со второй начинаем вязать столбики без накида. Таким образом в начале ряда у нас получилось одно убавление.
И так вяжем столбики без накида до конца ряда, не довязывая 2 петель. Здесь мы будем делать также убавление. Не довязали мы 2 петли, здесь мы будем делать убавление. Заводим крючок, достаем ниточку. Заводим крючок во вторую воздушную петлю подъема, достаем петлю и через все 3 петли протягиваем рабочую нить. Второй ряд мы провязали. Далее будем вязать третий ряд. В третьем ряду мы будем делать также убавление в начале ряда, в начале и в конце ряда. Здесь мы делаем одну воздушную петлю подъема и начинаем вязать не с первой петли, а со второй. Таким образом делаем убавление. Вяжем 10 столбиков без накида. Десять столбиков без накида провязали. Дальше будем вязать 21 столбик с накидом. Здесь уже вяжем без убавлений, просто вяжем столбики с накидом. И давайте сейчас самостоятельно провяжем все 21 столбик с накидом. Столбики с накидом мы провязали. Далее вяжем 9 столбиков без накида и в конце ряда будем делать одно убавление. Всего получится 10 столбиков без накида. У нас осталось 2 петли не провязанными. Здесь мы будем делать убавление. Заводим крючок в одну петлю, во вторую петлю. 3 петли на крючке, протягиваем через них рабочую нить. Дальше делаем воздушную петлю, разворачиваем вязание, будем вязать 4-й ряд. В 4-м ряду, в начале и в конце ряда мы также будем делать по одному убавлению. Начинаем вязание мы со второй петли, вяжем столбики без накида, не довязывая до конца ряда 2 петли. Итак, 2 петли у нас остались не провязанными, здесь мы делаем убавление. Так, далее воздушная петля, разворачиваем вязание и будем вязать 5-й ряд. И в 5-м ряду также будем делать убавление в начале и в конце ряда. Здесь мы начинаем вязать со второй петли, вяжем 8 столбиков без накида. Так, дальше вяжем также 21 столбик с накидом. Давайте эти столбики с накидом провяжем самостоятельно. Столбики с накидом провязали, далее вяжем 7 столбиков без накида и в конце ряда делаем еще одно убавление. Всего получится 8 столбиков без накида. В конце ряда мы делаем убавление. Дальше воздушная петля, разворачиваем вязание. Вяжем 6-й ряд, также начиная со второй петли в начале и в конце ряда мы также делаем по убавлению. Так, довязали 6-й ряд, делаем убавление. Воздушная петля, разворачиваем вязание. Дальше мы будем вязать 7-й ряд. 7-й ряд мы будем провязывать столбиками без накида. И также в начале и в конце ряда мы будем делать по одному убавлению. Начинаем вязание со второй петли. Так у нас получается одно убавление. И вяжем полностью этот ряд столбиками без накида. В конце ряда мы делаем убавление. Давайте провяжем этот ряд самостоятельно. Не забывайте про убавление. Довязала я 7-й ряд, сделала воздушную петлю в конце ряда и отрезала нить. Вот такая вот пинетка у нас уже получается. Дальше мы будем вывязывать детали для отверстий для шнурка. Для этого берем ниточку и начинаем вязать
Нам обязательно нужно, чтобы первый ряд был лицевой. Поэтому с этой стороны мы начинаем вязать вот с уголочка, то есть с той петли, где мы начинали вязать первый ряд вот этой задней части. Вот сюда протягиваем нить, делаем 2 воздушные петли подъема. И смотрите, у нас здесь в боковой части, этой боковой задней части, всего 7 рядов. То есть получается при подъеме у нас должно получиться 7 столбиков без накида. В каждый ряд мы провязываем по одному столбику без накида. Во второй ряд вяжем 1 столбик без накида. Точнее, это второй столбик без накида. Третий ряд, третий столбик без накида. Четвертый столбик без накида. Далее пятый, так, шестой, и седьмой столбик в седьмой ряд. Далее 8 и 9 столбик провязываем в первую петлю седьмого ряда. Вот сюда в одну петлю вяжем 2 столбика без накида. Всего у нас получится 10 столбиков без накида, если считать 2 воздушные петли подъема. Так, первый ряд мы провязали. Далее будем вязать второй ряд. Делаем воздушную петлю, разворачиваем вязание. И с самой первой петли начинаем вязать. Вяжем 2 столбика без накида. Один в одну петлю, второй во вторую петлю. Далее вяжем 2 воздушные петли. 2 петли от первого ряда мы пропускаем и вяжем в третью петлю. Вяжем 1 столбик без накида и в следующую петлю второй столбик без накида. Дальше снова 2 воздушные петли. 2 петли мы пропускаем. 1, 2. В третью вяжем столбик без накида. И вяжем еще 1 столбик без накида во вторую воздушную петлю от первого ряда. Так, второй ряд мы провязали. Далее воздушная петля, разворачиваем вязание, вяжем третий ряд. В третьем ряду у нас всего получится 10 столбиков без накида. Начиная с самой первой петли вяжем столбики без накида. 2 столбика в петли и 2 столбика под 2 воздушные петли. Снова 2 столбика в петли, 2 столбика под воздушные петли и еще 2 столбика. Так, далее воздушная петля и отрезаем нить. Эту деталь мы провязали. Так. И вот что у нас получилось. 2 отверстия для шнурка. С другой стороны мы будем начинать вязание с уголка, то есть с прибавления. В одну петлю будем провязывать 2 столбика без накида, так как нам нужен первый ряд лицевой. Вот с этой стороны мы начинаем вязание с самой первой петли, точнее с самой последней петли седьмого ряда. Делаем 2 воздушные петли подъема и в эту же петлю провязываем еще 1 столбик без накида. И дальше вяжем все так же, как и с той стороны. 7 столбиков без накида.
каждый ряд мы вяжем по одному столбику без накида. И в конце мы будем провязывать еще один столбик без накида, 9 получается, в полупетлю, в ту, в которую мы провязывали последний столбик первого ряда вот этой задней части, боковой задней части. Всего у нас здесь получается 9 столбиков без накида и плюс 2 воздушные петли подъема. Мы считаем за один столбик без накида. Всего получается 10 столбиков без накида. Вот мы провязываем последний 9 столбик без накида в уголочек. Дальше воздушная петля, разворачиваем вязание, вяжем второй ряд. С самой первой петли вяжем 2 столбика без накида. Второй, дальше 2 воздушные петли, 2 петли пропускаем, с третьей начинаем вязание, вяжем 2 столбика без накида, 2 воздушные петли, 2 петли пропускаем, с третьей начинаем вязание, вяжем 2 столбика, последний столбик во вторую воздушную петлю подъема. Далее воздушная петля, вяжем третий ряд. В третьем ряду у нас получится 10 столбиков без накида. Начинаем вязать с самой первой петли. Вяжем точно так же, как и с другой стороны. 2 столбика вяжем под воздушные петли, 2 в петли. 2 снова под воздушные петли и 2 последние столбика в петли. Всего получается 10 столбиков без накида. Дальше воздушная петля и отрезаем нить. И вот эти детали для шнурков у нас готовы. Дальше нам осталось обвязать всю пинетку по кругу. Начинать обвязывать я буду, сейчас покажу, вот с этого места, как я называю, уголочек, вот с этого уголка. Протягиваем нить, делаем одну воздушную петлю и со следующей полупетли, которая у нас осталась от мыска, мы начинаем вязать столбики без накида. Вяжем столбики без накида за одну стенку петли, ту стенку, которая у нас осталась. Кончик нити мы прячем по ходу вязания. И давайте довяжем столбики без накида вот до этого уголка. Мы довязали столбики без накида. Сейчас вот этот уголочек мы провязываем соединительный столбик. Провязали. И дальше мы будем вязать соединительные столбики. Будем обвязывать вот эту деталь для шнурков. Один, второй соединительный столбик, третий соединительный столбик. Дальше делаем воздушную петлю. По вот этим вот уголкам мы будем делать воздушные петли дополнительно. Так, и дальше в петли провязываем 10 соединительных столбиков. Так как мы здесь вязали 10 столбиков без накида. Дополнительные воздушные петли по уголкам мы делаем для того, чтобы уголки были более квадратные, не закругленные. Можно, в принципе, их не делать, но тогда вот эта деталька будет более закругленная по уголкам. Так, провязали. Дальше делаем воздушную петлю. И сейчас вяжем соединительные столбики по вот этой боковой стороне.
1, 2, 3, так как здесь 3 ряда. И 4 я вяжу еще дополнительно в уголочек. Так. И дальше будем вязать соединительные столбики уже в петли по задней части пинетки. И давайте сейчас провяжем оставшуюся часть самостоятельно. Вот эту деталь для шнурков мы обвязываем точно так же, как и с той стороны, и довязываем до уголка. Итак, смотрите, я довязала до вот этого уголка, с которого мы начинали вязание. Делаем соединительный столбик, оттягиваем немножко нить и отрезаем. Так, дальше эту ниточку прячем внутрь. На изнаночной стороне мы ее фиксируем и прячем. И вот такая вот аккуратная обвязка у нас получилась. Все ниточки, которые торчат, я сейчас спрячу и покажу пинетку уже в готовом виде. Вот так выглядят пинетки уже в готовом виде со шнурками. Шнурки я вязала, набирала воздушные петли где-то 40 сантиметров и вязала просто столбики без накида. Ну а на этом мастер-класс подошел к концу. Надеюсь, он был для вас полезным, вы нашли в нем что-то новенькое для себя. Если остались какие-то вопросы, пишите в комментариях. Не забывайте ставить пальчик вверх этому видео, чтобы не потерять его, а также подписываться на канал, так как впереди еще много всего интересного. А я всем желаю творческих успехов и до новой встречи в новом видео. Пока-пока!